Привет-привет! Сегодня у нас наконец-таки видео про узлы. Собрала вам просто всю полезную информацию в одно видео. Смена кармических узлов у нас уже вот-вот, буквально 18 июля. Но, конечно же, зависит от того, в каких широтах, в каких местах вы живете. Где-то немножечко позже, немножечко раньше. Подробнее про каждый знак зодиака я рассказывала уже в июльских гороскопах. Напомните себе. Ну а сегодня отдельное видео снова про узлы, про их значимость, про их влияние, про их важность и вообще, что это такое и чем нам это всем сейчас грозит. Меня зовут Саша, и я здесь рассказываю вам про западную астрологию, потому что очень много было вопросов за последний месяц. Многие из вас присоединились, подписались. Спасибо огромное, очень ценю. Подписывайтесь, чтобы не пропускать мои видео, комментируйте, ставьте лайки. Все это очень приятно. И плюс, когда вы так делаете, YouTube вам выдает много полезной, похожей информации, которая может вас заинтересовать. Сначала про общее влияние, что же у нас такое. Узлы кармические, как я и говорила, у меня было видео, и не одно, целых два, про важность кармических узлов в натальной карте в принципе. Их называют по-разному: лунные узлы, кармические узлы, раху, кету, северный, южный. Все это, в общем-то, об одном, все нам говорит о их важности и значимости в жизни каждого человека, в натальной карте конкретной каждого человека. Раху у нас северный узел, да, это предназначение, по сути, то, зачем мы здесь, карма, можно так сказать, то, зачем человек здесь воплотился и что ему необходимо пройти, изучить, познать, какие уроки именно из Раху мы узнаем, как правило. Кету, южный узел, это узел про энергию, которую человек накопил уже, которая у него есть в запасе, которая ему хорошо знакома, которая ему понятна. И важная взаимосвязь этой оси, этих узлов. Мы энергию из кету, которая нам знакома, которая нам понятна, с которой мы умеем хорошо работать и понимать, как правило, используем для обретения северного узла, опыта по северному, по раху. То есть это нам помогает, чтобы достичь этого. Вот как это работает. Так вот, сейчас узлы у нас меняют свое положение и переходят раху, северный узел, нового опыта узел, в знак Овна, а кету у нас в знак Весы переходит. И, конечно же, для Овнов и для Весов это особенно важный период. Эти 1,5 года, это такое, знаете, будет и приобретение нового опыта кармического необходимого, и спрос за старый опыт, за старые дела, старые события, за прошлых каких-то людей, ситуаций. Такой, знаете, спрос, экзамен, подведение итогов и через это приобретение нового. И, конечно, все затмения будут случаться в этих знаках в Овне и в Весах, и, соответственно, и чувствовать вы этот период будете ярче, активней. Он для вас будет более судьбоносный, чем для всех остальных. Это ни в коем случае не означает, что будет все плохо, все там разрушится и, боже, апокалипсис. Нет, это путь развития, путь переосмысления, путь своих кармических уроков. У каждого он свой. У каждого человека натальная карта нам обычно об этом говорит, какой путь у человека, какое у него предназначение, для чего он здесь. И, как вы сами понимаете, это может быть иногда и через какие-то сложные ситуации, не всегда через праздник, сахар и мед. Чаще всего как раз-таки к какому-то повышению, да, в духовном развитии мы приходим через сложные ситуации, которые бывают достаточно болезненными. Здесь может быть все по-разному, но помните об одном, что это важный период, и он как бы неизбежен. Его нужно принимать, благодарить, анализировать, что с вами происходит, выносить из этого главное. Какая будет рекомендация для всех в целом, исходя из знаков узлов? Овен — это у нас огонь, это импульс, это страсть, это энергия, наглость, напор, когда мы делаем все быстро, да, вот, не сильно долго думая, вот характеристика Овна главная. Весы — это наоборот, дипломаты, весы — это
такая энергия обволакивающая, дипломатическая, умение договариваться, умение обаятельно себя проявить как-то с выгодой для себя, да, умение ценить и лицезреть красоту, созидать. И вот эти две абсолютно, казалось бы, противоположные энергии будут нас призывать здесь, используя всю дипломатичность, такую, знаете, всю тонкость подхода к разным ситуациям, действовать напористо, быстро, недолго раздумывая, но уметь договариваться, уметь улаживать конфликты, уметь не вступать и не инициировать эти конфликты, но действовать смело, быстро, и не соглашаться на то, что нам навязывают, вот так. Особенно, конечно, сильнее других почувствуют смену узлов здесь люди, родившиеся вот в эти периоды. Я вот здесь вам оставлю прям даты, потому что эти люди родились уже с такими узлами. И для них, конечно, условно-кармический спрос будет выше, чем со всех остальных. А для всех остальных, еще раз рекомендую вспомнить, что у вас было в 2005, в 2006 годах, было очень похожее все то, что сейчас намечается. Была аналогичная позиция узлов, и вот можно вспомнить, что же тогда случилось у вас такого. И вот сейчас можно будет понять масштаб, направление, что может случиться сейчас. Например, мои 2005-2006 годы были, конечно, очень судьбоносными. Я тогда закончила школу в 2006 году, поступила в университет, уехала из дома в 2005-2006 тоже. У меня была первая любовь, в общем-то, серьезная такая первая, эмоции, чувства. Но главное, как я считаю, допустим, на моем примере, может, вам поможет это вспомнить, это, конечно, смена статуса. Я стала студенткой, я покинула родительский дом, я тогда жила в Казахстане, хотя родилась в Польше, у меня большая такая география. Но с тех пор, как я уехала из родительского дома, больше я, в общем-то, туда и не вернулась. Сейчас мне 35, и сейчас я вообще в Португалии нахожусь. То есть жизнь очень много менялась, но тогда это было толчком к моей большой, настоящей, взрослой, самостоятельной жизни. Вот так. Что было у вас? Поделитесь. Прежде чем рассказать про знаки зодиака, где у кого будет происходить изменения, я хочу сказать для немного продвинутых, потому что в комментариях всегда кто-нибудь доспрашивает. Вот для вас, дорогие, скажу, если вы разбираетесь немного в натальной карте, в своей, понимаете хотя бы чуть-чуть, как она устроена, у вас есть скрин, или вы можете ее построить самостоятельно, смотрите, где у вас самое начало знака Овна. Вот там, где у вас начинается Овен, там будут ваши личные кармические узлы. И, соответственно, где весы, там будет южный узел. Если разбираетесь, посмотрите, это будет очень индивидуальный тогда подход. Ну и еще рекомендация, смотрите по асценденту, тоже лишним не будет. Бывает и так, что проигрывается больше по асценденту, по знаку асцендента, а не по солнцу. Ну и поехали! Овны, вы, конечно, герои вообще этого всего события, и именно у вас, овны, изменения могут быть вот буквально абсолютно в любой сфере жизни, и такие, знаете, изменения, когда вы меняетесь сами в итоге, то есть что-то такое происходит, что потом с уверенностью через эти 1,5 года можно сказать, я уже не тот человек, что был раньше, да, что был год назад. Это вот те самые события, которые нас меняют внутренне, прежде всего это внутренние такие вот изменения на личностном уровне, да, когда что-то такое происходит, смена жизни, смена места жительства, смена партнера рядом, смена работы, смена обязательно здесь внешности, стиля, буквально худею, полнею, делаю себе красивое тело накачанное, то есть здесь вот масса всего может быть, потому что этот период, конечно, в вашем знаке будут затмения, и у вас тут совершенно точно могут быть изменения. Но если мы говорим про ось этих энергий, 1-7, 1 это я, 7 это они это мой партнер по браку, муж, жена, мои бизнес-партнеры, люди, с которыми я что-то делаю в долгую, да, и вот эта ось нам говорит о том, что нужно выбирать себя. Вот это здесь ключевое, когда, используя опыт общения с этими людьми, умение партнериться, умение договариваться, умение учитывать другую сторону, я
экологично выбираю себя, свои интересы, свой жизненный путь, то, что хочется мне. И, пожалуй, это здесь главная такая история ближайших 1,5 лет Овны. Тельцы, вы были тоже героями предыдущих 1,5 лет, наверняка было много изменений разного рода. А теперь у вас Раху, получается, в 12-м доме гороскопа, ось 12-6, 12-й дом гороскопа, очень глубокий, очень многослойный. Какие здесь могут гипотетически быть перемены за эти 1,5 года? Прежде всего, конечно, у нас 12-й дом про самопознание. Скорее всего, вы захотите больше углубиться в себя, в одиночество, в том числе, в такое, знаете, осознанное, когда я не хочу распыляться на людей, на компании, на общество, я хочу побыть с собой, мне с собой комфортно. Может быть, начнете психотерапию какую-то, может быть, начнете практиковать какие-то уезды в одиночное, там, плавание, да, уехали куда-то на дачу, сидите там, изучаете что-то, читаете, йога, медитации, какие-то психологические тренинги, работа с психотерапевтом, вот эти все вещи, они, в общем-то, даже, может быть, кого-то потянет в религию, такое здесь тоже может быть, то есть вы будете более духовно направлены, да. Плюс здесь, конечно, еще возможно гипотетически иммиграция, потому что 12-й дом — это у нас дальние земли, и здесь жизнь может сделать так, что у вас будет опыт отъезда, да, далеко. Такое здесь тоже может быть, тельцы. В любом случае, очень интересное время, интересный период. Наблюдайте, что у вас может быть. Близнецы, у вас Раху переходит в 11-й дом гороскопа, это ось 11-5. Тоже очень интересное такое немножечко противопоставление я, личность, и они общество, коллектив. Но вот здесь какая тенденция может быть в ближайшие 1,5 года? Скорее всего, вы станете более социальным, более коллективным. Возможно, вы вовлечетесь в какие-то проекты, где будут еще люди, которым тоже это интересно. Либо начнете чем-то заниматься. Это когда, знаете, куда-то идете, у вас объединяет вас одна идея, вы этим горите, вы там что-то делаете, там это может быть хоть какая-то творческая студия, хоть спорт, хоть рабочий проект, выступление, социальные сети, возможно, да, вы там вступите в какую-то группу, канал в Телеграме там и будете целыми сутками общаться, потому что вам безумно интересно, у вас глаза горят. Переосмысление своих каких-то планов, мечт в том числе, то есть вы из 5-го дома, из энергии 5-го дома, а это такое немножко, знаете, про себя, это такой вот здоровый, хороший эгоизм, любовь к себе, дети, вот из этого как будто бы вы вырываетесь в общественное пространство, туда, где люди, туда, где все бурлит, туда, где есть какая-то, вот знаете, движуха такая, вот может быть какая-то даже популярность, выступление, обсуждение, зарабатывание денег в том числе, может вы выйдете из декретного отпуска, например, да, и вот у вас начнется жизнь такая. Вот такая здесь тенденция, смотрите, наблюдайте, 11-й дом у нас тоже про многое, но в любом случае это не сижу дома в одиночку, закрывшись, это наоборот, выхожу в свет, показываю себя, демонстрирую себя, с удовольствием общаюсь. Раки, у вас это ось 10-4, Раху заходит в 10-й дом. Скажу честно, в моем личном гороскопе, в моей личной натальной карте, хоть я и рыбы, такая же сейчас история. И получается, в 2005-2006 году было аналогично. Это, конечно, знаете, такой период достигаторства. 10-й дом у нас про карьеру, про статус, про авторитет, про свое место в социуме, про свое место под солнцем в жизни. Это когда вот мне надо достичь, мне надо добиться, я должен столько заработать, я должен там получить эти дипломы, сертификаты, должность, стать начальником. У каждого здесь своя история в зависимости от жизни, но это когда фокус 4-й дом, да, фокус 4-го дома, семьи, рода, родителей смещается в карьеру. Как я и говорю, в 2005-2006 году я уехала из родительского дома в университет, да, все, родительский дом, 4-й дом мы покинули, но мы помним, да, как нас воспитывали,
откуда мы, что нам мама говорила, как себя вести в обществе, как разговаривать, и у меня тогда было много инсайтов. Это вот сейчас такое же время у вас наступает, если мы говорим про всех раков. Переходим в 10-й дом, да, вот с этими знаниями из родительского дома, из семьи, вы переходите в пространство, где надо добиваться, достигать, где надо быть кем-то, где надо показать в обществе, чего я стою, кто я, чем я могу быть полезен, в чем я профессионал. Так что здесь, конечно, возможно и повышение, и смена работы, и смена статуса, в том числе смена статуса у нас здесь не только про работу, это и про иногда я стал родителем, или я стала бабушкой, дедушкой, я развелся, я женился, я вышла замуж, то есть социальный статус в глазах общества тоже здесь наш меняется личный, тоже такое может быть. Поэтому интересное время, наблюдайте, смотрите, что у вас будет. Львы, у вас Раху переходит в 9-й дом, и это интересно очень, как я и говорила в гороскопах, на июль. Кету у вас в 3-м. Что это за энергия? Когда Раху у нас приходит в 9-й дом, а Кету в 3-м, это, знаете, тут прежде всего, что приходит на ум, я из ученика становлюсь учителем. То есть, когда я набирал опыт, я чему-то учился, я был подмастерьем таким, что называется, теперь мне есть что сказать, я эксперт, я гуру, я сам знаю, я могу вам преподавать, рассказывать, запускать какие-то курсы, учить вас жизни, нести какую-то философию, идеологию в массы. Это интересный очень дом, и здесь, конечно, тоже вы можете начать действительно преподавать, вы себя ощутите кем-то, да, может, вы действительно чему-то учились, и теперь вы готовы отдавать эту информацию, готовы делиться ею, начнете где-то работать, начнете там где-то что-то рассказывать людям. Может, вы сами, допустим, войдете в какую-то религию, да, примете какую-то религию, либо наоборот станете атеистом и откажетесь от любых религий, тоже такое возможно. Если, допустим, вы переезжаете, и вы становитесь частью другого менталитета, частью другой страны, здесь такое тоже, то есть вы становитесь частью чего-то иностранного, другого, инородного, может, вы выйдете замуж за иностранца или женитесь на девушке из другой страны и другой национальности. Вот это вот такие энергии, когда вы очень много нового в себя впускаете, в свою жизнь, в свое сознание и в свои знания и навыки. В общем, смотрите, наблюдайте, очень интересный у вас дом. Девы, у вас это денежная ось будет, Раху переходит в 8-й дом, точнее вот так, в 8-й дом, а Кету у нас остается во 2-м. Оба дома про деньги, но про разные. 8-й дом, куда у вас входит Раху, то есть вам нужно приобрести опыт по этому дому, это все про чужие, большие деньги. Что может быть тут произойти за эти 1,5 года? Самое банальное, с чего тут можно начать, вы вышли замуж, вы девушка, женщина, вы вышли замуж, вы работали, 2-й дом, да, вам хорошо знакома энергия, как себя содержать, как платить за себя, как быть опорой себе, когда ты платишь сама за все. Вы переходите в 8-й, вас начинает содержать муж, или вы уходите, беременеете в декрет, соответственно, вы не можете какой-то эти 1,5 года, вот как раз, да, период прям плотного сидения в декрете у женщин, как правило, либо беременность и декрет, вы, соответственно, не работаете, вы переходите в зависимость такую финансовую от мужа. Первое. Второе, вы решаетесь начать инвестировать, например, да, тоже куда-то вложили деньги, это у нас все по 8-му, то есть не просто работаю на зарплату, допустим, по 2-му дому, а что-то я вложил, что-то начал, или сдал в квартиры коммерческую недвижимость в аренду, теперь живу на пассивный доход, вот пассивный доход у нас тоже, взяла ипотеку, начала выплачивать эту ипотеку, взаимодействие с банками, тоже здесь абсолютно может быть такой опыт, кредиты, ипотеки, инвестирование в бизнес, либо вы, либо в вас инвестируют. Трансформационный какой-то опыт здесь тоже может быть, скажу сразу, по 8-му дому он почти всегда не самый приятный. Это либо соприкосновение со смертью какого-то, возможно, близкого или важного для вас человека, и, соответственно, вас это меняет, трансформация, да, либо вы сами начинаете активно работать с собой,
идете к психотерапевту, идете к психологу, идете на какие-то практики, постигаете что-то, копаетесь в себе, изучаете через боль, через слезы, через освобождение такое. Вот такой опыт. Ну и еще из приятного интересный сексуальный опыт. Здесь тоже за эти 1,5 года, может быть, у вас появится такой сексуальный партнер или опыт, что чего не было до этого, например. И, конечно, вас это тоже меняет колоссально. И здесь у нас 2-й дом — это самооценка, 8-й — это деньги, но тоже такой взаимосвязанная, да, психология, от чего, допустим, меняется ваше ощущение себя. В общем, очень интересное положение, наблюдайте. Весы. Весы у вас — это ось отношений с другими и отношения к себе. Вы тоже один из героев этой смены узлов, потому что в вас будет кету. Много будет изменений у весов тоже, и затмения будут. Такой судьбоносный кармический период, очень важный для каждого человека, со знаком весы. Обязательно наблюдайте. Вы умеете присматриваться, замечать детали, да, и выносить из этого опыт, как правило. Но Раху у вас переходит тот опыт, который нужно приобрести, в 7-й дом. Следовательно, кету, который уже старый, другой предыдущий опыт, в 1-м. 1-й — это я, 7-й — это мой партнер, мой муж, моя жена, мой партнер по бизнесу, может быть, мои близкие друзья иногда. В общем, люди, с которыми нас что-то в долгую связывает. И вот здесь у нас упор переходит на них. Конечно же, первое, что приходит в голову за эти 1,5 года, это свадьбы и разводы, прежде всего. Если вы не женаты, не замужем, просто огромная вероятность встретить и своего будущего мужа, жену, жениться, выйти замуж. Прекрасно. Но и такой же совершенно может быть здесь опыт и развода. То есть, когда вы уже отработали совместный урок, да, какой-то, отношения, изжили себя, и вы, соответственно, разводитесь. Такое здесь тоже может быть. Судебные какие-то разбирательства могут прийти в вашу жизнь в том числе. Партнеры по бизнесу и люди, с которыми вы делаете общее дело, здесь тоже могут либо новые находиться, либо совсем расход со старыми людьми. И вот здесь вот как раз-таки у вас такая вот ось, когда в течение 1,5 лет мы выбираем как бы не себя, кету, а других, используя опыт отношения правильного к себе, да, такого здорового эгоизма, понимания, а что я, а кто я, а что мне будет за это, если я сделаю так, как хотят они. То есть тут взаимосвязь отношения к себе посредством других людей. Я надеюсь, понятно. Получается, в этой комбинации вы выбираете всегда их. Выбираете своего супруга, свою супругу, интересы бизнес-партнера, интересы другого близкого человека. И это вот очень интересное время на самом деле, когда мы переносим фокус с себя любимого, да, с такого своего, может быть, эгоизма, на другого человека, учимся понимать и ценить его интересы, его чувства, его эмоции и принимать решения с перевесом на другого человека. В общем, смотрите, наблюдайте, что у вас будет. Скорпионы, у вас ось 6-12, Раху, причем переходит в 6-й дом, 12-й дом у нас кету остался. Что это может значить на практике в ближайшие 1,5 года? 6-й дом у нас прежде всего, конечно, про работу, рутину и про здоровье. Во-первых, здесь может быть смена работы. Если вы предприниматель, расширение коллектива, вы найдете себе, наймете новых сотрудников, поменяете систему вообще, как у вас все работает, может быть, расширитесь, да, направления новые введете. Если вы наемный сотрудник, то тоже полномочия сменятся, обязательства сменятся, должность может смениться, коллеги могут смениться, место работы, либо вплоть до того, что можно уйти здесь и во фриланс, в общем-то, либо наоборот в наемную работу. Но, скорее всего, здесь больше про людей, потому что кету у вас остался в 12-м доме, а это как раз про уединение, про я. Может, вы работали, допустим, последнее время дома на удаленке, и вот тут вы выходите в коллектив.
вариант. Или вы были в декрете, сидели там, да, дома с ребенком в одиночку, вы выходите на работу, вас окружают люди, новые обязательства, новые сотрудники, все новое, все другое, да, и вы в этом рабочем потоке. Вот такая вот здесь история. Но что важно здесь еще понимать, помимо вот этих изменений? Шестой дом у нас во многом, знаете, такое прослужение. Вообще прослужение – это в том числе дом медицины. Здесь, кстати, возможны какие-то интересные ситуации со здоровьем, да, либо вы от чего-то излечиваетесь, буквально исцеляетесь, либо наоборот проходите какие-то болезни, какие-то диагнозы, ну вот так тоже может быть. Но прослужение. Здесь немного, помните, такое вот энергия, вот это 12-6, вы выбираете как бы тоже людей здесь немного, да, вы им угождаете немного, вы им служите здесь. Возможно, придется ухаживать за кем-то за этот период, да, кто, допустим, мама приболела или старенькая уже, нужно за ней ухаживать, так тоже может проиграться. То есть мы выходим из себя, я как там духовная единица, я как человек, я как осознанная личность, потому что 12 это у нас дом, это вот все про это. Люди, но мы немного как бы для них становимся. Здесь, кстати, возможно, что и кто-то вышел, допустим, из длительной госпитализации, лежали в больнице долго, может быть, были в тюрьме, так тоже может быть, и вот вы выходите и оказываетесь среди людей, с которыми надо договариваться, действовать, работать, взаимодействовать. Вот такая вот энергия. Смотрите, наблюдайте, тоже будет интересно. Стрельцы, у вас это ось 5-11, Раху попадает в 5-й дом, интересное положение, на самом деле очень такое позитивное, как и очень многие стрельцы. Что это значит на практике? Раху переходит в 5-й дом, это энергия такого, знаете, здорового эгоизма, это энергия праздника, любви к себе, детей, романов, страсти, онлайн-бизнеса, и вообще бизнеса, основанного на собственной личности, когда я, как творческая единица, я такая вот звезда у себя, что называется. 11-й – это коллективная энергия, то есть, скорее всего, что тут происходит? Возможно, вы из компании, из какой-то, в которой работали долго, где много людей, переходите в самостоятельное плавание. Начинаете собственный бизнес, начинаете там какие-то собственные социальные сети. Здесь может быть проиграться банально, как вы пойдете хоть в театральную студию, в ораторский кружок, вам захочется яркости, вам захочется проявления, вам захочется публичных выступлений, может быть, да, проявляться как-то. Вплоть до открытия бизнеса самостоятельного, осознания, что я тоже могу, я достойна, я могу это делать, у меня тоже получится. Рождение детей, в том числе 5-й дом абсолютно. За эти 1,5 года огромная вероятность, что появятся дети, внуки, вообще взаимодействие с детьми, больше какого-то такого праздника, детства в жизни. Романы, какая-то страсть, влюбленность, это еще не брак, но такие могут быть яркие, классные отношения, из которых потом, может быть, что-то и вырастет. Это нужно смотреть уже конкретно вашу прогностику. Но, в общем, это все на самом деле про хорошее, про позитивное, про яркое, про самооценку, про уверенность в себе. Вот у вас фокус смещается на себя как раз-таки, от коллективного, да, понимая, как взаимодействовать с другими людьми, вы смещаетесь на достижение собственных целей, собственных интересов, собственной жизни. Вот такой вот будет период у вас, стрельцы. Козероги, у вас ось 4-10, причем Раху встает в 4-й дом, а Кету в 10-й. О чем это может говорить на практике? 4-й дом у нас про семью, про родителей, про нашу семью, которая нас окружает, про место жительства, про род. 10-й у нас карьера, статус, авторитет, репутация, достижения. Скорее всего, этим всем вы занимались последние 1,5-2 года, да, может, работали, занимались прям вот достигаторством, да, как вы умеете хорошо обычно, козероги, ставили себе цели, достигали, приходили к ним, радовались, такой, знаете, у вас был марафон, может быть, стать кем-то. И вот теперь 4-й дом, то есть семья становится главным приоритетом, энергия, фокус двигается туда.
Может, вы женщина, которая уходит в декрет. Соответственно, конечно, ближайшие 1,5 года будут посвящены ребенку, гнездованию, семье. Либо вы работали, и вот наконец-таки накопили себе на квартиру, на дом мечты, и начинаете ремонт, строительство этого дома. То есть здесь вот такая энергия. Очень велика вероятность и переезда, кстати, конечно же, начиная от смены квартиры, дома, когда вы просто меняете локацию в одном городе, ну вот как я и сказала, допустим, смогли себе позволить расшириться, или строили дом, достроился, вы переехали, конечно, новый образ жизни начался, да, там со своим участком, там с какими-то шашлыками, с посиделками на улице и так далее, с возможностью привести родителей, здесь тоже такое может быть, возможно, вам придется за эти 1,5 года, или не придется, а вы хотели, мечтали об этом, привести пожилых родителей с собой жить, вы построили им тоже дом, или у вас появилась комната, место для них, вы хотели жить всей семьей, таким вот родом, да, здесь такое тоже может быть. В общем, фокус с профессионального будет на семейное, на родовое. И, конечно же, здесь, в общем-то, в теории возможен и переезд глобальный, то есть вы можете поменять и страну, и город. Может быть расширение семьи, буквально, что кто-то родится, например, да, но может так случиться, что и кто-то уйдет, и это тоже будет, в общем-то, карма, да, это тоже будет, ну, естественное развитие вашего индивидуального пути, потому что мы знаем, да, где рождение, там и смерть, в общем, это все идет всегда параллельно, без одного нет другого. Поэтому здесь вот такой может быть опыт, в любом случае он связан с семьей, с недвижимостью, со стройкой, с родителями, с родиной, с вашей ближайшей семьей. То есть это всегда у нас либо вот прям вот кто прям рядом с нами. Здесь возможны разного рода изменения. Водолей, у вас это ось 3-9, проще говоря, здесь можно сказать немножко из учителя, да, такой вот, был у вас раньше другой опыт, может вы там что-то преподавали, были таким ментором, гуру, постигали что-то, вы становитесь немножечко учеником. 3-й дом у нас Раху будет там, точнее у вас в 3-м доме, сместится энергия туда. Конечно, во-первых, это про общение, очень много общения со знакомыми, с соседями, буквально с теми, кто рядом, может, вы пойдете учиться куда-то, это энергия учебы, это энергия такая, знаете, я постигаю какие-то знания, буквально энергия школы такой, вот это могут быть курсы какие-то тренинги, что-то начнете вы узнавать, либо у вас дети пойдут условно в 1 класс, и, конечно, будет вся энергия туда, потому что 1 класс – это адаптация, да, вы будете узнавать, как работает система, это именно про школьное образование, если мы говорим про такое официальное образование. Вы сами, допустим, начнете тоже прекрасный опыт водить машину, купите машину, станете автолюбителем, начнете или курсы вождения, тоже здесь про это. Командировки, допустим, смените работу и, во-первых, превратитесь условно в ученика, в позицию ученика, будете что-то новое осваивать, да, придете на новое место работы, где нужно узнать, изучить, как это все работает, но и начнете ездить больше, командировки по стране, просто разъездного характера работа может быть новая. Это, конечно, движение, вообще движения много здесь, это и транспорт буквально, то есть вы либо сами за рулем становитесь, водите, либо просто ездите, поезда, автобусы, машины, постоянно куда-то перемещаетесь, вот такая вот энергия активная, при этом много общаетесь, много узнаете, учитесь, вот все про это, вот такая вот энергия ближайших 1,5 лет. Еще такой нюанс, возможно, какие-то, может быть, особые дела или ситуации с братьями и сестрами, потому что 3-й дом у нас тоже по ним, может, станете чаще общаться, какие-то уроки предстоит и по ним пройти, да, может, будете больше видеться, либо, конечно, может так статься, что и наоборот рассоритесь и не будете за это время общаться. Ну, в общем, энергия на самом деле такая во многом ваша, водолейская, общительная, идейная, такая увлекательная, энергия движения. Вот тут что ждет вас в ближайшие годы, в ближайшие 1,5 года, Водолей.
Ну и рыбки, у нас с вами, я тоже рыба, у нас с вами тоже денежная ось, но немного не такая, как у дев, у нас чуть-чуть по-другому. Рассказываю. Раху, опыт, который необходимо приобрести, смещается во второй узел гороскопа, а Кету, соответственно, в 8-м напротив. Оба дома финансовых, но символизируют совершенно разные финансы. О чем может нам говорить здесь такое положение ближайшие 1,5 года? Раху переходит во второй дом. Это наши ресурсы, это наши заработки, это наш потенциал. Это как раз-таки про то, как я могу себя обеспечить, как я могу заработать, сколько я могу заработать, во сколько я себя оцениваю, какие у меня источники дохода, чем я зарабатываю, да. И здесь это переход из 8-го, здесь что возможно? Возможно, вас содержал муж последние 1,5-2 года, да, и тут вы выходите на работу и становитесь сами добытчицей или добытчиком, да, появляются новые источники дохода, появляется новая работа, появляется новая какая-то прибыль. Здесь все, конечно, будет направлено на то, что я сам себе ресурс, опора, я зарабатываю, я ценю себя, я люблю себя в том числе, потому что это и про самооценку. Она будет подвергаться разным испытаниям здесь, скорее всего, да, но больше на повышение, когда мы открываем свой потенциал. Вот, допустим, мы начали хорошо зарабатывать, мы что-то освоили за те годы, пока мы не зарабатывали, допустим, и тут прорвало, пошла волна, и начался заработок, началась работа, удачное стечение обстоятельств, хорошо работаю, хорошо проявляю себя, соответственно, у меня повышается самооценка, что я чего-то стою. Вот здесь вот все про это. Надо здесь себя, конечно, любить, беречь, потому что ближайшие 1,5 года мы с вами будем как сами для себя стержень, сами для себя опора. Ну и, конечно, я очень надеюсь, что всем здесь получится хорошо заработать, хорошо как-то проявить себя и получить максимальное количество денег. Вот про это в основном энергия ближайших 1,5 лет. Мы переходим от пассивного дохода, от того, что нас кто-то содержит, либо деньги откуда-то капают, в самостоятельное такое плавание, в котором мы сами себе хозяева и сами себе опора. Ну что, рассказала вам ближайшие тенденции, надеюсь, было полезно. Слушайте, думайте и до нового видео. Пока-пока.